Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой нежный, изысканный, ажурный джемпер спицами. Нравится мне эта модель, выделила ее из всех остальных, потому что уж очень нежный, красивый вот этот узор. Да и цвет очень интересно подобран, такой, знаете, серебристый цвет. Будем использовать с вами полухлопковые нити. Естественно, что джемпер у нас такой весенне-летний вариант, да. Ну и узор вы уже видели. Давайте сейчас посмотрим с вами пряжу, которую я подобрала. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. Турецкая пряжа, 100 грамм, 330 метров. Это полухлопок, смотрите, 55% хлопок и 45% акрил. Знаете, пряжа немножечко такая шелковистая, хорошей скруточки. Вот, мне нравится из нее вязать. Я использовала спицы 3,5. И вот так выглядит наш образец узора полученный. Здесь связан всего один раппорт. То есть вот один раппорт в ширину и 2 раппорта в высоту. Вяжется узор довольно легко. Я бы сказала, среднего уровня сложности этот узор. В принципе, уже имеющие навык мастерицы вязания могут попробовать связать данный узор. И давайте посмотрим с вами схему. Схема узора у нас вот так выглядит. 32 петли у нее в ширину и 16 рядов в высоту. Условное обозначение, я думаю, здесь довольно понятно, да? Пустая клеточка – это лицевая петля, кружочек – это накид, горизонтальная черточка – это изнаночная петля, да? Что у нас тут еще? Вот эти значочки – это 2 вместе лицевой с наклоном влево и, соответственно, зеркально 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот. В изнаночном ряду эти знаки вяжутся как 2 вместе изнаночной петлей, 2 вместе изнаночной петлей и соответствующим наклоном. Смотрите, девочки, в изнаночном ряду вот такой знак – это 2 вместе изнаночной за заднюю стеночку, а вот этот знак – это 2 вместе изнаночной за переднюю стеночку. Я повторюсь, это только для четных рядов, только для четных рядов. Так, давайте посмотрим с вами выкройку. Выкройка. Увеличиваем ее. Так, выкройка вот такая у нас, да. Ну, это родная выкройка из журнала японского. Вот, мы будем с вами делать описание на первый размер с шириной спинки 49 сантиметров, на второй 56. И это, соответственно, у нас 44-46 размер и 48-50 размер. Так, ну, все остальные вот эти размеры, конечно же, необходимо сверить со своими мерками. Ну, в частности, все, что касается вертикальных вот этих мерок, я бы, конечно, свои индивидуальные поставила. Потому что, девочки, получается, что изделие, наверное, на маленький рост все-таки рассчитано. Японцы, они невысокие, да, а у нас в России женщины бывают достаточно высокие. Поэтому мерочки обязательно сверяйте со своими. Индивидуальные мерочки свои ставьте. И, в общем-то, немножечко пересчитать с вертикальной плотностью нужно будет. Да? Так, по рукаву. У рукава отдельный свой такой
интересный момент. Вот смотрите, у рукава вот такой вот у нас. Вот такая выкройка по рукаву. Вяжем наоборот, не как мы привыкли, да. Скос у нас будет на убавку, да. То есть мы вяжем то есть переворачиваем наш рукав, да. Это вот у нас планка идет, окантовка, значит, по низу рукава, а здесь почему-то верхняя часть. Вот так изобразили автор модели. Так, вырез горловины у нас обвязывается тоже планочкой, платочной вязкой. Кстати, изделие тоже обвязывается платочной вязкой по низу. Начинаем мы с платочной вязки, но все это будет у меня в описании. Более подробно сейчас рассмотрим с вами. Описание вот так выглядит, да. Это описание я, как всегда, выкладываю под видео для вашего удобства. Пряжу вы уже посмотрели. Общий расход пряжи – это приблизительные, девочки, цифры 350-450 грамм. Спицы мы используем 3,5. И для обвязки выреза горловины я рекомендую круговые спицы номер 3. Плотность мы с вами определяем в процессе вязания. И как это сделать, я показываю в своем мастер-классе после того, как мы свяжем образец. Вот это все описание попетельное я тоже вам рассказываю, почему именно такое количество петель. Всего в этом же мастер-классе все это я обосновываю, схематично вам рисую, как располагаем раппорты узоров, да, то есть как правильно расположить петли, чтобы было симметрично и красиво. Вот. И вот здесь я это все расписываю. Так, там есть свои нюансы, особенно вот для 48-50 размера. Вот эти 8 первых петель по схеме, это я показываю, о чем идет речь. Пожалуйста, посмотрите, чтобы было понятно, чтобы я показываю схему и объясняю, что это за 8 петель первых, что это за 8 петель последних. Все рассказываю, да. Про высоту я вам уже сказала. Мне показалось, что это довольно очень такое, знаете, ну, смотрите, что это такое. Высота изделия общая 53,5 сантиметра. Я считаю, это очень коротковато. Даже для моего роста 1,62 м это нет. Метр хотя бы 58-57 сантиметров. Это нормальная, приемлемая длина для моего роста. А здесь как-то довольно не очень. Сколько петелечек у нас придется на вырез горловины, на плечи. Я тоже объясняю, откуда берутся эти циферки. Смотрите до конца мастер-класс, и все будет вам понятно, да? Что такое вертикальная плотность, для чего мы ее считаем и применяем, я тоже очень подробно рассказываю. Вот, обязательно обратите на это внимание. Так, ну и в общем-то, и все остальное вы сами прочитаете. Под видео будет выложено это описание. А сейчас давайте приступим с вами к вязанию образца. Для вязания образца набираем 34 петли. Раппорт узора 32 петли у нас составляет и 2 кромочные. Я уже связала один раппорт в высоту. И сейчас покажу вам, как его вязать порядно. Это 16 рядов в высоту составляет. И далее повторяется с первого ряда. Начинаем вязать с первого ряда. Первые. Кромочную снимаем, вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Затем делаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому, девочки, у меня вот так петельки меняются, вторая поверх первой накидывается, да, я вяжу 2 вместе лицевой. Затем 3 лицевые, накид. Далее идут 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали раппорт узора, кромочная, изнаночная. Второй ряд вяжем
Схема читается слева направо. Не так, как мы привыкли, справа налево, а вот отсюда вяжем. Причем на схеме у нас показана лицевая сторона, то есть как узор уже есть, как он будет, да, по лицу. Поэтому петельки приходится автоматически переворачивать. Вяжем кромочную, сняли, да, и вяжем петельки. Значит, у нас идут 2 изнаночные, то есть я автоматически, девочки, переворачиваю. 2 вместе изнаночной за заднюю стеночку. 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, изнаночная. Далее вяжем 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Изнаночная, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку и 2 изнаночные. Кромочную тоже вяжем изнаночной. Третий ряд. Вяжем. Кромочную сняли и вяжем. Первая лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 1, 2. Далее вяжем 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Далее вяжем 2 лицевые, 1, 2, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Четвертый ряд у нас с вами, и схему мы читаем слева направо. Вяжем 2 вместе изнаночной за заднюю стенку, 3 изнаночные, 1, 2, 3, делаем накид и опять 3 изнаночные, 1, 2, 3. Далее вяжем 16 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Далее вяжем 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, еще 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, кромочную вяжем изнаночной. Связали. Пятый ряд лицевой у нас, вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, меняю петельки местами, перекрученная получилась, ну ладно. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. Далее вяжем 16 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Делаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, кромочная, изнаночная. Шестой ряд вяжем, схему читаем слева направо.
Кромочную снимаем, вяжем 2 изнаночные, 1, 2, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, 3 изнаночные, 1, 2, 3, делаем накид, изнаночная, вяжем 16 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Далее вяжем изнаночная, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, 2 изнаночные, 1, 2, кромочную вяжем изнаночной. Седьмой ряд у нас. Вяжем первая лицевая, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 1, 2. Далее вяжем 16 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Связали. Далее 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, кромочная, изнаночная. Восьмой ряд. Схему читаем слева направо. Кромочную снимаю, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, 3 изнаночные опять, 1, 2, 3. Далее вяжем 16 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Далее 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, кромочную тоже изнаночной вяжем. Так, связали. У нас с вами 9 ряд. Вяжем 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, и далее 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, кромочная, изнаночная. У нас с вами 10 ряд изнаночной. Схему читаем слева направо. Вяжем. У нас будет 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее вяжем изнаночная, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Далее вяжем 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, 4 изнаночные, 1, 2, 3,
4 и 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. 3 изнаночные. 1, 2, 3, накид, изнаночная. И 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочная, изнаночная. Вяжем 11 ряд. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее вяжем 2 лицевые. 1, 2, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. 1, 2. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, 2 лицевые. И далее до конца ряда 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочные вяжем изнаночные. Итак, у нас с вами 12 ряд. Схема читаем слева направо. Вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Накид. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 вместе изнаночной за переднюю стенку и 2 вместе изнаночной за заднюю стенку. Далее 3 изнаночные. 1, 2, 3. Накид. 3 изнаночные. 1, 2, 3. И далее 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочная, изнаночная. По схеме у нас 13 ряд вяжем. Лицевой ряд. Начинаем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. И 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем на изнаночный ряд 14. Вяжем. Схема слева направо. Читается 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем вяжем изнаночная, накид, 3 изнаночные. 1, 2, 3. Затем вяжем 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку. И вяжем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Накид, изнаночная. И до конца раппорта 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочная, изнаночная.
15 ряд. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем 2 лицевые. 1, 2. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. 1, 2. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 лицевые. И далее до конца раппорта 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочные, изнаночные. 16 ряд, последний ряд в раппорта, у нас вяжется тоже очень легко. Кромочную сняли, 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Накид. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 вместе изнаночной за переднюю стенку и 2 вместе изнаночной за заднюю стенку. Затем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Накид. Опять 3 изнаночные. 1, 2, 3. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочно вяжем изнаночной. Мы с вами связали целый раппорт 16 рядов. И раппорт теперь повторять будем с первого ряда. Вот так выглядит наш узор. Сейчас наша задача сделать с вами влажную тепловую обработку образца и измерить его плотность. Горячим паром я вот так воздействую на наш образец и тяну его, когда он влажный, в разные стороны. Теперь мы ждем, пока образец высохнет и примет свою форму, которая будет ему присуща приблизительно после стирки. Да? То есть нам сейчас нужно знать, как он будет себя вести в носке. Измеряем ширину нашего образца. Смотрите, вот у меня 17 сантиметров. 17 в разных местах я померила, везде 17. Мы набирали с вами 34 петли для образца. Мы поделим 34 на 17. Ну, устно даже можно было посчитать, это 2. Давайте запишем. Это у нас получилась плотность по горизонтали. Я записываю, что в 1 сантиметре 2 петли уместилось у нас. Теперь по вертикали. По вертикали мы также с вами вот таким образом, у нас волнистый край получился. Попробуем вот так сделать, девочки. 14,5 в широкой части, да, и 14 в, ну, в общем-то, никак мы здесь не выровняем. Сложно сказать. Я думаю, что 14,5 возьмем. И у меня здесь 2 раппорта по 16 рядов, то есть 32 ряда, да? 32 ряда поделим на 14,5. Получим плотность 2,2.
2,2. Запишем в 1 сантиметре 2,2 ряда. Вот такая вот у нас цифра получилась. И теперь нам понадобится выкройка, чтобы составить индивидуальное описание на основе вот этой нашей плотности расчетной. Итак, выкройка, которая, скажем так, родная в данной модели, вот такая у нас выглядит вот так. Это очень простая выкройка со спущенным рукавчиком у нас будет вязание. И, в общем-то, свяжем снизу вверх. И наша задача с вами сейчас определить, как расположить узор, сколько петель набирать, сколько петель придется на вырез горловины и так далее. Да? И давайте, значит, начнем с того, что сколько петель мы будем по спинке, по переду набирать. У нас с вами будет 44-46 размер с шириной спинки 49 сантиметров и 48-50 размер с шириной спинки 56 сантиметров. И начинаем с вами с маленького размера 49 сантиметров, умножим на нашу плотность, которую мы с вами определяли. Помните, да? В 1 сантиметре 2 петли. Итак, 49 умножим на 2. 98 петель нам понадобится с вами. Запишем. Я уже записала 98 петель. 49 сантиметров равно 98 петель при нашей плотности. Второй размер 48-50, 56 сантиметров на 2. Это будет 112 петель, я тоже записала. Теперь наша задача распределить правильно раппорт узора. В раппорте 32 петли. Поэтому наши 98 петель делим на 32. Получим 3 целых раппорта. Видите, целое число 3 получилось. 3 целых раппорта. То есть мы 3 сейчас с вами умножим на 32. Это 96 петель плюс 2 кромочные. Итого все правильно, девочки. 98 петель оставляем без изменений. Как и должно быть. Второй размер у нас с вами идет 48-50. Там у нас 112 петель. 112 петель делим на 32. Получим 3,5 раппорта. 3,5 раппорта умножить на 32, 112 петель. Так, но у нас еще с вами необходимо 2 кромочные добавить. Итого будет 114 петель. Почему я беру 3,5 раппорта? Потому что наш узор, схема нашего узора, нам это позволяет с вами сделать. Посмотрите, у нас раппорт узора 32 петли, да, 32 петли. Он у нас так расположен, что мы с вами можем вот эту серединную часть раппорта 16 петель оставить без изменений, да, а вот эти вот боковушечки 8,8 по 8,8 петель, можно ими распоряжаться, как мы пожелаем. И вот смотрите, это же схема, более такой обширный вариант. И я выделила этот раппорт наш. Вот, видите, он раппорт наш. Сейчас я его обведу красным, чтобы вам было более понятно. Итак, смотрите, вот наш раппорт с вами, который мы вязали 32 петли. А сбоку от него, видите, половиночка 8 петель, половиночка 8 петель. Вот их мы и возьмем в качестве половины раппорта. То есть 3,5 раппорта мы вполне можем с вами взять. Как это будет выглядеть схематично? Схематично я всегда рисую, девочки, смотрите. Сейчас речь идет о 48-50 размере. Представьте, что это ваш наборный ряд, да? И вот у вас 3 раппорта по центру идут. 1, 2, 3. По 32 петли. Понятно, да? И 8 петель мы берем с вами по схеме. 8 петель справа и 8 петель слева. Вот эти 8 петель по схеме. То есть в центре у нас 3 раппорта, друг за другом повторяем, но начинаем мы с кромочной, затем 8 петель по схеме, затем 3 раппорта по 32 петли и заканчиваем все это 8 петельками за схемой.
Понимаете мою мысль, да? Вот и все. Таким образом я определила 3,5 раппорта, как будут у нас располагаться узоры. Итак, ну а для первого размера, где у нас четко получилось 3 раппорта, вот эти 8 петель, они просто не нужны, да? То есть вяжем кромочные, 3 раппорта подряд по 32 петли и еще одна кромочная. Все. Вот такая вот нехитрая как бы история. Теперь смотрим, что дальше у нас там с вами. Ну, дальше нам надо с вами определить петельки, сколько у нас петелек придется на вырез горловины, на плечи. Давайте. Так, значит, 98 петель, да? Вырез горловины у нас составляет на все размеры 23 сантиметра. И 23 сантиметра мы умножим с вами на плотность 2. Получим 46 петель. Я это уже записала. Теперь смотрим по плечам. Значит, то, что остается, остается на плечи, попетельно, да? 98 петель всего мы набираем первого размера и отнимаем 46 петель вырез горловины. Получается 52 петли на плечи. Остается. Делим на 2. У нас 2 плеча. На каждое плечо по 26 петель. Запишем. Второй размер 114 петель. Мы отнимем также с вами 46 петель вырез горловины. Остается 68 петель на плечи. Делим на 2 плеча. На каждое плечо по 34 петли. Так, с этим мы тоже определились, да? Теперь, что касается выреза горловины переда, он у нас вот такой довольно обширный, да, довольно большой, 10,5 сантиметров у него глубина. Вот, и высота этого выреза будет у нас измеряться не в сантиметрах, а в рядах, да. И вот здесь я хотела бы вам как раз рассказать про вертикальную плотность, зачем она нужна. Любой показатель на нашей выкройке в вертикальном вот положении, вот смотрите, от планки до проймы стоит показатель 32 сантиметра, для второго размера 33 сантиметра. Девочки, я хочу сказать, что это, наверное, на маленький рост. Вот, то есть, ну, японский журнал, там они, скорее всего, маленького роста, все женщины, да, большинство. Поэтому здесь необходимо откорректировать под ваш рост, под ваше желание эту выкройку. То есть высота изделия все-таки должна быть индивидуальна для вас. Какая для вас более приемлемая. Поэтому это вы пересмотрите, а я вам сейчас рассказываю для примера. Итак, если у нас высота на выкройке стоит 32 сантиметра, ее надо переводить, девочки, в ряды. Не сантиметрами меряем высоту, а рядами. То есть 32 сантиметра умножаем на нашу плотность, которую мы с вами определяли по вертикали. Помните, в 1 сантиметре 2,2 ряда. То есть 32 сантиметра надо умножить на 2,2 и получить 70 рядов. Вот здесь я пишу 32 сантиметра, это 70 рядов. И теперь при вязании мы будем знать, что 70 рядов провязали, и здесь ставим метку, да, что у нас здесь будет пройма начинаться. Далее вяжем еще 20 сантиметров и тоже переводим это в ряды. То есть 20 сантиметров перевести на плотность 2,2 умножить, это будет 44 ряда. 44 ряда. Так, и еще у нас здесь идет с вами планка. И общая высота изделия также измеряется. Мы 1,5 сантиметров. То есть здесь очень маленькая высота. 1,5 плюс 32 и плюс 20 сантиметров. Получается, вот видите, укороченный такой вариант джемпера. Я считаю, что надо где-то 56-57 это минимум сантиметров на средний рост русской женщины. Это прям минимум. Поэтому добавляйте сантиметры. Я не стала ничего изменять на выкройке. Мало ли. Вот, пусть оставим как есть на выкройке. А вы для себя имейте это в виду, девочки. Откорректируйте длину изделия обязательно.
Я вам рассказала, как перевести сантиметры в ряды, для чего мы используем вертикальную плотность. Я думаю, несложно догадаться, после стирки изделие сильно вытягивается, да, и становится бесформенным. Чтобы этого не происходило, мы с вами всегда применяем вертикальную плотность. То есть мы заранее вяжем образец, тянем его, затем мы высчитываем эту плотность и применяем ее в дальнейшем в нашем индивидуальном описании. Так, с этим все понятно. И рукав. Вы видели, рукав связан лицевой гладью, то есть не узором. И я уже не стала, я нарисовала этот рукав. Вы его уже видели, а я его нарисовала, девочки, вот так схематично, все размеры поставила. Чтобы не распечатывать отдельно его, я его просто срисовала. И он у нас будет вязаться с широкой части к узкой, к планке, наоборот. То есть, да, так дизайнер задумал. Здесь у нас ширина получается 40 сантиметров на маленький размер, 42 сантиметра на большой размер. Но это логично, да, потому что вот пройма 20 и 21 сантиметр. Вот, поэтому все это дело я перевела в петли. 40 умножила на 2 плотность, получилось 80 петель. И 42 сантиметра умножила на 2, получилось 84 петли. Вот, и далее у нас идет скос на убавку, на убавление, да. Нам надо убавить с вами петли, смотрите, до планки. А потом 2 сантиметра будет планка платочной вязкой вязаться. Так вот, чтобы посчитать этот скос, опять прибегаем к вертикальной плотности. У нас от начала вязания рукава до планки 15 сантиметров стоит. Видите? 15 сантиметров переводим также в ряды. 15 умножаем на 2,2 плотность по вертикали, получаем 33 ряда. И теперь нам надо определить, через сколько же рядов мы будем делать эти убавки. Вернее, да, эти убавки. Для этого мы из 80 петель по низу рукава вычитаем 64 петли по верху рукава. Получаем 80. Отнять 64. Получим 16 петель надо всего прибавить. Убавить, то есть убавить. И поскольку у нас будет 2 скоса, мы делим на 2. С каждого скоса по 8 петель будем убавлять. Ну и здесь легко устно посчитать 33 ряда, поделить на 8 петель. Получится в каждом 4-м ряду. Делаем, девочки, убавки. Тоже касается и 2-го размера. Там будет прибавляться 14 петель. На каждый скос будет приходиться по 7 петель. Ну и также 33 разделить на 7. Это будет 4,7. Здесь можно чередовать в каждом 4-м и в 5-м ряду убавки делать. То есть вот таким образом решается этот вопрос. Ну и, в общем-то, изделие довольно простое, да, потом все сшивается. Все, что я хотела, я вам объяснила. Связали мы с вами этот замечательный красивый узор. Мне он очень бесподобно понравился. Вязать его легко, как вы видели, да, легко, довольно легко. Много повторяющихся вот этих лицевых, там 16 целых лицевых, да, платочной вязкой вяжется. Ну, в общем-то, а узор очень интересный и красивый. Вот, поэтому я желаю вам связать такой красивый топик себе, таким необычным узором, витиеватым, я бы так его назвала. И до новых встреч! Описание, которое мы сегодня с вами составили, будет выложено под видео, как обычно.